Андрей Рябчун, учусь в Киевском политехническом институте, бакалавр программной инженерии. Для начала, что такое реактивное программирование? Реактивное программирование — это такой вид программирования, аспект, который основывается на асинхронных потоках данных. Вот здесь нарисован, собственно, такой воображаемый поток данных, где эти кружочки, они соответствуют самим данным. Крестик — это возможная ошибка при получении этих данных. И вертикальная черта — это то, что означает конец. То есть то, что в потоке данных больше не будет. Реактивное программирование, оно отличается от императивного тем, что, например, если вы определите в императивном a равно 1, b равно 2, c равно a плюс b, то есть 3, потом поменяете a или b, c все равно останется 3. А в реактивном программировании c будет меняться в зависимости от изменений переменных, которые необходимы для вычисления этого c. Примером является табличный процессор Excel, в котором, если вы определите какую-то формулу для какой-то ячейки, например, сумма первой колонки, второй колонки, запишите это в третью колонку и поменяете значение в первой колонке, то значение в третьей колонке само автоматически обновится. Вот. Это ключевое определение. Реактивное программирование, оно позволяет нам обрабатывать эти внешние события, внешние изменения и компоновать их в некие workflow. Как, например, здесь отображено, что, допустим, у нас есть поток данных, это поток, например, нажатия на какую-то клавишу или на кнопку. То есть поток событий из интерфейса приложения. Мы применяем к этому потоку некие функции преобразования, и после этих преобразований мы получаем поток данных, который сгенерирован на основе этого потока, но имеет какие-то собственные превращения. Вот. Для реактивного программирования в основе лежит паттерн-обозреватель. Напомню, что по банде 4 паттерн-обозреватель состоит из, собственно, обозревателя и обозреваемого. Обозреваемый, он позволяет подписывать обозреватель на себя и оповещает о неких событиях этим обозревателям. Обозреватель же может принимать такие события, как данные закончились, возникла ошибка или какое-то получено новое значение. Если так можно говорить, что обозреваемый — это генератор событий, а обозреватель — это подписчик на эти события. Вот. Следует сказать, что обозреватель, сам такой паттерн-обозреватель, является дуальным к паттерну итератор. Они очень похожи, но в то же время они разные. Их ключевое различие в том, что обозреватель — это данные получаются с помощью... Обозреватель сам оповещает своих подписчиков о том, что у него появились какие-то данные. В случае с итерируемым нам необходимо запрашивать эти данные у источника данных. Таким образом, вот вы видите, что события, связанные с данными, примерно те же, одинаковые, только в итерируемом вы знаете, что в C# есть IEnumerable и IEnumerator. IEnumerator, он имеет такие свойства, как next и hasNext. Если возникла какая-то ошибка, то просто бросается исключение. Вот. Зачем же использовать, собственно, эти обозреватели? Они очень хорошо работают для работы с событиями. Такими событиями, как, например, вот я показывал. Да, конечно. На чем я остановился? Зачем нужны обозреватели? Обозреватели нужны для работы с событиями. Такими событиями являются, как я показывал, это
события пользовательского интерфейса, такие, например, как движение мыши или нажатие на клавишу. В случае, если у вас какая-то комплексная архитектура энтерпрайзного приложения, где там применены CQRS или event sourcing, то событиями являются такие доменные события, что такие как, допустим, регистрация принята или заказ заполнен. Также событиями являются, события могут исходить также из внешнего мира, если это какие-то инфраструктурные, например, обозреватель файловой системы, который генерирует события о том, что файл изменился, или там атрибуты какие-то его изменились. Также это могут быть какие-то события операционной системы, и в частности для Windows это Windows Management Interface события. Также эти события являются, события могут быть интеграционными, например, получено сообщение из очереди сообщений. Вот. И если WebSocket API, то получены какие-то новые данные через это API. Давайте покажу сразу демку. Для начала демка с обозревателем. Сам observable тип появился в .NET Framework 4.0. Но проблема в том, что кроме этого типа, этого и observer, так, вам видно всем? Так вот. Ок. Появился этот тип и тип observer. Для начала обозреватель. Как я и показывал, интерфейс содержит всего 3 метода, и нам необходимо их реализовать. Самое простое — это, допустим, у нас... Давайте сначала. Обозреваемый — это продюсер, генератор событий. Что он делает? Откуда брать, собственно, эти события? Для примера я взял, событием является ввод с консоли. Мы смотрим, если, собственно, есть хоть какие-то данные, то есть строка не пустая, то мы оповещаем всех подписчиков о том, с данными является, собственно, эта строка. Если так случится, что мы ввели какие-то неправильные данные, то мы бросаем исключение. Исключение тут перехватывается и передается сюда, где все обозреватели оповещаются о том, что произошла ошибка. В случае, если, допустим, мы закончили генерировать события, мы оповещаем всех подписчиков, что данных больше не будет. Подписка — это самое простое, оно просто убирает из списка подписчиков конкретный подписчик. Вот как происходит подписка. Дело в том, что подписка, subscribe возвращает IDisposable для того, чтобы при вызове dispose можно было отменить подписку на событие. И просмотрим на обозреватель. Обозреватель примитивный, просто пишет в консоль, что там произошло. И также отображает тип сообщения, то есть complete error next. Как с ним работать? Для начала создаем источник события, подписываем несколько обозревателей и начинаем генерацию событий. К примеру, у нас 2 подписчика на событие, то есть первый и второй обозреватель. Если мы напишем что угодно, не пустую строчку, то наши обозреватели узнают об этом, то, что мы написали. Если мы напишем какие-то, допустим, строку, которая генерирует исключение, мы узнали, что произошла ошибка, и текст exception, собственно. Если у нас будет пустая строка, то мы оповещаем подписчиков о том, что данных больше не будет. Вот. Также, поскольку тут начал говорить про UI-события, хочу вам это показать. Для этого я сделал простое Windows Form приложение, поскольку там очень просто работать с событиями.
Ну, они там есть из коробки. Мне намного сложнее было найти их в каком-то MVC-шном приложении. Ну, покажу формочку, допустим. У нас есть таймер, здесь будет время, и, собственно, время должно обновляться каждую секунду. Ну, здесь будет актуальное время. Есть текстбокс, вводя куда какой-то текст, мы будем считать количество слов. Как создать таймер? Ну, для начала записываем в лейбл какое-то дефолтное значение, текущее время. Потом создаем наблюдаемое, которое будет генерировать данные каждую секунду. Нам необходимо сделать observe on this, поскольку сами observable, они могут использовать многопоточность. И те, кто работал с мобильными приложениями или с Windows Form, WPF, не знают, что изменять представление можно только в главном потоке. Иначе ваше приложение упадет. Поэтому мы говорим, что необходимо использовать this, synchronization context. This в данном случае это форма. Ну и подписываем, что каждую секунду мы будем выставлять новое значение текста. Это по таймеру. Теперь по счетчику слов. Мы генерируем наблюдаемое из события input-box text changed. Здесь необходимо передать два экшена. Первый — это подписка на событие, второй — это отписка на событие. Так же самое мы делаем observe on this, и поскольку это событие, оно дефолтное, event args, оно не содержит никаких данных, собственно, просто какой-то generic аргументы для события. Нам необходимо выбрать текст, который, собственно, в этом текстбоксе есть. Подписываемся на это событие, выбираем текст и, собственно, считаем количество слов и выставляем это значение в лейбл. Давайте посмотрим. Вот. Каждую секунду это значение изменяется, и если мы будем сюда что-то писать, оно тоже будет изменяться. Вот, собственно, как-то так. Пройдем дальше. Что такое реактивное расширение? Как я ранее сказал, в .NET фреймворке типы Observable и Observer появились в .NET фреймворке 4.0. И ничего конкретно для работы с ними больше не появилось. Умные люди сели, подумали и решили, что было неплохо использовать эти Observable вместе с такой технологией, как LINQ, поскольку это декларативно и композитно. Вы можете несколько выражений, композировать несколько функций достаточно быстро и удобно. Кто использовал LINQ, наверное, знает, что это гораздо проще, чем императивный подход. В большинстве случаев, конечно же. Собственно, обозреваемые — это наши классы для асинхронных потоков данных. Это не только типы Observable, там есть еще различные сабжекты, о них позже. LINQ, вы знаете, что это операторы по превращению данных или по агрегации. И Scheduler — это планировщики. Они необходимы для управления многими потоками, поскольку Observable могут использовать различные synchronization контексты. Нам необходимо иногда выставлять эти планировщики. Для примера, как генерировать, собственно, последовательности, потоки событий. Самое простое — это Observable Empty. Он генерирует только события complete. Пустая последовательность, никаких данных. Аналогом в перечислителе есть Enumerable Empty. В принципе, то же самое. Есть также Observable Return 42. Оно генерирует одно значение и также заканчивает поток данных. Есть Throw, который не возвращает никаких данных, просто вызывает
исключение. Говорит, что в потоке произошло исключение. И есть never, который ничего не делает, даже поток не заканчивает. Могу еще показать диапазоны. Диапазоны генерируются таким образом. Очень похоже на enumerable, более подробнее. Здесь, считай, расписан, где этот диапазон. Как вы видите, очень похожая методика работы с возвращением этих значений. Только здесь мы используем ключевое слово yield return. Здесь мы создаем новый observer и говорим, что передаваем ему такие значения по порядку 0, 1, 2. Собственно, события. Ивенты появились в C# довольно-таки давно, и работать с ними, в принципе, достаточно удобно. Но поскольку реактивное расширение они заточены не только на .NET, а еще на очень много платформ, там JavaScript, Java, Kotlin, очень много платформ. У них есть subject. Subject — это в то же время и обозреваемый, и обозреватель. Мы ему можем передавать значения, на основе которых он будет генерировать свой поток данных. В данном случае этим сабжектом уместно заменять ивенты. Хорошо. Собственно, операторы. Операторы в реактивных расширениях базируются на линке, как ни странно. Есть различные типы операторов. Создающие я вам уже показал. Создают новые обозреваемые. Трансформирующие — это операторы, которые превращают элементы в коллекции. Примером является линковский select, который на основе входного значения делает какие-то превращения и возвращает другое значение на основе предыдущего. Есть фильтрация, операторы фильтрации, которые отсеивают ненужные нам элементы, скажем так, по какому-то предикату. Есть комбинирующие. Как в линке, вы знаете, есть concat, есть join. Операторы, которые превращают несколько потоков данных в один, таким или иным способом. И операторы обработки исключений. Например, если у вас во время подписки произошло какое-то исключение, вы можете написать такой код, который это исключение обрабатывает и в этот же поток данных записывает какие-то новые значения. На самом деле этих операторов достаточно много, и вот по этой ссылочке они все описаны. Вот пример трансформации. Map. Map — это стандартное название для функции отображения. Просто в линке она называется select. Здесь поток данных. Мы применяем функцию к этому потоку данных и получаем новый поток данных с новыми значениями. Фильтрация. Мы берем этот поток данных, применяем к нему функцию фильтрации, и у нас образуется новый поток данных, элементы которых удовлетворяют этому предикату. Операция merge соединяет несколько последовательностей, несколько обозреваемых в один. То есть просто создается новый обозреватель, состоящий из элементов с входных обозревателей. Также можно сказать, что показать операторы условные, которые считают весь поток и только при его окончании возвращают какое-то новое сообщение. Например, здесь, что каждый из этих элементов меньше 10. Мы можем это вычислить только по окончанию потока. Планировщики, как я уже рассказал, они
необходимы для того, чтобы сами операции над обозреваемыми могли происходить в разных контекстах синхронизации. Может происходить на контодефолтном thread-пуле, может происходить, как я уже показывал, на форме, Windows форме, может происходить, ну, может не выходить в рамках одного потока, к примеру. И демо. Поскольку я говорил, что реактивные расширения очень полезны для работы над событиями, во время своей работы в смарт-бизнесе я очень сталкивался с необходимостью работать с очередями сообщений, в частности, с сервис-басом. Сервис-бас — это облачная очередь. Там мы, собственно, можем класть объекты и получать их. Ничего сложного. Для этой демки я объявил сущность, очень простую, и менеджер для работы с очередями. Как выглядит подписка на, собственно, сообщение? Нам необходимо в Q-клиенте зарегистрировать хендлеры, причем как хендлер для самого сообщения, так и хендлер для исключения, которое может произойти как в сервис-басе, так и в, собственно, хендлере обработки. Здесь я получаю из месседжа, десериализирую в сущность, в тип, который я объявил, и передаю ему subject. Здесь также есть subject entity. В случае, если там произошла какая-то ошибка, я у subject вызываю on error, то есть передаю исключение, которое возникло. Ну, также здесь есть метод enqueue, который просто сериализирует и кладет сущность, переданную в очередь. И getEntities, который просто возвращает subject. Поток данных, который генерируется вот этим хендлером. Как, собственно, с этим работать? Для начала я делаю подписку на поток данных. То есть я получаю observable, здесь написано observable, и делаю на него две подписки. Первая, если у сущности имя содержит букву O, я вывожу в консоль следующее сообщение, что да, оно содержит O, и, собственно, entity. Вывожу entity. Также есть подписка, которая просто выводит entity. После подписки на событие, ну, предполагаю, что пока что сообщений в очереди нету, я заполняю, собственно, эту очередь. Здесь просто код по генерации случайных данных и код, который кладет их в очередь. И после этого я просто жду, что оно выведет. Ну, как-то так. Ну, преимущество такого подхода позволяет нам достаточно просто композировать наш код, наши условия какие-то. Например, если здесь убрать, или можно что-то добавить. На самом деле сюда сложно что-то добавить. Примитивный пример. Но в реальных приложениях у нас может быть очень много таких условий, очень много действий промежуточных. И если бы вы обрабатывали ивенты императивно, то у вас бы было очень много вложенности, очень много ифов, форичей и прочего. Писать и поддерживать такой код гораздо проще. Вот полезные ссылки. Собственно, Introduction to RX, оно очень доходчиво
разжевывает, как работать с этими обозревателями, поскольку эта концепция, она в целом достаточно обширная и сложная, и правильно работать с обозревателями достаточно, необходимо много опыта, чтобы научиться. Сам сайт реактивных расширений, который содержит документацию для вообще всех расширений, не только для .NET, но и для других платформ. И Reactive UI — это MVVM фреймворк, который позволяет таким образом реактивным строить приложение например, на Xamarin или на WPF. Собственно, наши ссылочки. Спасибо, что пришли. У меня все. У кого-то есть вопрос? Да. Дякую за доповідь. У мене питання, навіть два простенькі питання. Перше, це на сабскрайбі там ми бачимо дві лямбди, да? On success on error. Є там третя always, як в Angular? Окей. Это на самом деле, да, здесь 11 перегрузок, и Раптом хочу щось залогувати. Окей. І друге Да. питання, коли ми мерджимо два стріми, і, наприклад, в кожному із стрімів є одинаковий меседж, да? да. Вернув нам get hash-code equals одне і те ж саме, да? Типа, чи буде якийсь exception, чи воно замержиться в щось одне, чи як він? Если у нас, повторю вопрос, что если у нас есть два потока, и в каждом из них есть одинаковое сообщение, и если мы пытаемся их соединить, что произойдет, верно? Скорее всего, у нас в исходном потоке, в результирующем потоке будут просто эти два сообщения. Да. Но, насколько я помню, здесь есть оператор, который типа deduplicate, который может, в принципе, это обрабатывать. Это случай. Можемо самі комп'ютери будемо відфільтрувати, щоб не було дуплікатів, наприклад. Ну да, или так. Кстати, очень хорошее замечание насчет Angular. Angular версии 2.0, и больше, собственно, с второй по какая там, шестая, последняя, он построен полностью на реактивных расширениях, на JavaScript, на TypeScript. Вот. Еще вопрос? Спасибо за внимание.